Всем привет, с вами Ретроман. В этот раз выпуск будет необычным, ведь в нем мы рассмотрим аж 4 аддона. Почему так? Ведь в выпуске Вольф-обзора я же рассматривал один аддон. Да все просто, это спецвыпуск, в котором мы рассмотрим микроаддоны, длительность которых составляет всего 2-3 уровня, а то может быть всего один уровень в аддоне. Ссылки на все эти аддоны, а также на авторов, у которых будет канал на YouTube, будут в описании под видео. По традиции пройдемся по сюжету каждого аддона, а арсенал врагов и все остальное разберем уже у всех аддонов сразу. Начнем как раз с такого аддона, который длится всего один уровень – Амиленд, автором которого является Арно Ансемс. Хотя микроаддоном Амиленд назвать крайне сложно, это сингловая карта. По сюжету герою нужно найти и украсть секретные документы на складе военного снаряжения на острове Амиленд. Однако его ловят часовые за этим делом и сажают в камеру. Теперь нашему диверсанту надо сбежать с тюрьмы и завершить свое дело. Это весь сюжет игры. Однако я не могу пройти мимо одного занимательного факта, по который многие могут быть не в курсе. Дело в том, что Амиленд – это реально существующий остров в Нидерландах, входящий в группу Фрисских островов. Расположен между островами Терскелинг и Схирмоникок. Ныне административный остров является общиной, входящей в состав провинции Фрисландия, на котором в летнее время отдыхает большая часть голландцев. К чему это я? А к тому, что автор карты воссоздал реальный остров и одну из деревень, расположенных на нем, правда в сильно уменьшенном масштабе. За этот момент автору однозначно можно поставить плюс, да еще он неплохо поработал и над архитектурой деревни, стараясь максимально приблизить все к реальным деревням на Амиленде и передать его атмосферу. Перейдем к следующему микроаддону Magic Skulls, автором которого является Кен Бэйр, у которого еще есть прозвище Кэт, который является автором еще парочки сингловых карт Castle Keep и Relict Hunt. Как можно понять из названия, в этом микроаддоне мы ударимся в мистику, что неудивительно, учитывая завязку. Немцы все еще продолжают копать в сторону оккультного нового оружия, которое мы уже одолели за Блашковича в оригинальной игре. Про него в брифинге к первому уровню имеется прямое упоминание. Да-да, снова монстры, снова древний король и прочий парк кровавых аттракционов. Герою данного аддона надо захватить главу данного парка некого генерала фон Листа и выпить из него всю информацию по поводу данного мероприятия. Ну и дурь без башки выбить не повредит, дело полезное. Либо слямзите записи, если генерал живым не дастся. Сделать получится только второе, так как во втором, последнем уровне генерала отхреначит местная фауна в виде мертвецов всех мастей, которые не очень-то и рады непрошенным гостям. И после всего этого герой будет собирать черепа, чтобы уничтожить Генриха I. Вот и весь аддон. Насчет этого микроаддона наверняка у каждого из вас возникнет такой вопрос. Какого хрена там делает Генрих I? Если принимать во внимание то, что вероятнее всего события аддона происходят уже после оригинальной игры, то как Генрих может быть жив? Ведь его уничтожил Блашкович в финале оригинального РТКВ. Нестыковочка. Допустим, может быть такой вариант, что события происходят параллельно оригинальной игре. Тогда мы ловим ту же дикую несостыковку. Ведь получается Генриха I первым же пришьет наш безымянник. Тогда вопрос, а как же тогда в оригинале появляется Генрих I? Да и как заранее о нем узнают в аддоне, если Блашкович узнает о Генрихе I только в финале оригинала? Вариант, что оба героя одновременно уничтожают Генриха I, тоже не выдерживает никакой критики. Но не может же быть двух Генрихов первых. Получается, что тут образовалась сюжетная дыра, порождающая серьезные противоречия. Если найдутся желающие подискутировать на эту тему, милости просим в комментарии, порассуждаем вместе. Отойдем от мистического и ломающего нестыковкой во временной линии аддона и перейдем к следующему, не выносящему мозг аддону под названием Hidden Wolf. Автором данного микроаддона, или карты, как называет свое творение сам автор, является SVF Fighter, который также является аддоном сингловой карты Operation Struze. В этом аддоне нам надо попасть на базу немцев и взорвать подводную лодку. И все, вот что можно сказать про сюжет данного аддона. Ни больше, ни меньше. Еще можно упомянуть следующий факт. Этот аддон в
плане сложности разнится в зависимости от версии. Версия для оригинальной игры значительно легче версии для Real RTKV. А в чем разница? Да все очень просто. Дело в том, что враги в этих версиях вооружены разным оружием. В оригинале большинство врагов вооружены МП-40, а в Real RTKV СТГ-44. Думаю, говорить не нужно, что в Real RTKV враги нам будут делать очень больно, ибо выносить с СТГ-44 нас будут на раз-два, так что придется действовать гораздо осторожнее, стрелять из укрытий, шкериться по углам, включать мафию в общем. А еще этот аддон отличается багами, усложняющими прохождение уровней. Вы сможете запросто застрять в люке при выходе из первого уровня, а также не сможете пройти вентиляционную шахту во втором уровне, хотя визуально вы пройти сможете. Подскажу сразу, чтобы вы не мучились с этой ерундой, если решите поиграть в этот аддон. Вам надо безостановочно прыгать, когда вы пытаетесь залезть в шахту, то есть, когда вы уже находитесь в положении сидя. А как это работает? Да без понятия. Но только так и можно пройти подобное место. Перейдем к последнему микроаддону в данном выпуске – Капуццо, автором которого является SSF Sage. В этом аддоне нам предстоит в качестве безыменного агента перебить кучу немцев, классика, а также спереть чертежи из аэродрома. Все это действие будет происходить в реально существующем пункте – Форте Капуццо, другое название Ретото Капуццо, который находился в Ливии, рядом с ливийско-египетской границей, а также сыграл важную роль во время Второй мировой войны в Северной Африке. А какой именно? Немного погрузимся в историю. Британцы попытались провести наступление в Северной Африке в рамках операции Бревити 15-16 мая 1941 года. В течение 15 мая британские войска захватили позицию на вершине перевала Халфая, оборонявшуюся итальянцами, и взяли в плен несколько сотен человек, а также Бирвайт и Мусаид. Однако, когда британские войска подобрались к Капуццо, то начались проблемы. Фланговая атака немцев нарушила организацию наступления британских войск, вследствие чего в ходе ожесточенных боев немецко-итальянским войскам, да, итальянцы там тоже были, именно по этой причине на втором уровне аддона можно обнаружить итальянские флаги на флагштоках, удалось отстоять Капуццо, что по сути обозначало остановку наступления британских войск. Получается, что у нас уже есть третий аддон, имеющий под собой историческую основу. Другие два — это Operation Trondheim и Сталинград. Хотя к Сталинграду это относится в гораздо меньшей степени, в отличие от Operation Trondheim и Капуццо. Сюжет аддона Сталинград никак не бьется с реальной историей, ввиду огромнейших противоречий, на которые просто невозможно закрыть глаза. Теперь поговорим про арсенал. Причем, если то или иное оружие встречается лишь в части аддонов, то я обязательно это упомяну. А теперь поехали. Первым идет нож. Ничего необычного с ним нет. Далее у нас будет револьвер, присутствующий только в Капуццо. Очень мощный пистолет, причем еще довольно точный. С 2 выстрелов убивает немецкого солдата. Как и ТТ, присутствующий в аддонах с советским оружием. Пользоваться револьвером очень даже приятно. Люгер же, который в списке идет перед револьвером, не выдерживает никакой критики. Не используется за ненадобностью. Примерно то же самое можно сказать и про кольт, присутствующий в Hidden Wolf. Одного противника завалить можно со спины или метким выстрелом в голову, но не более. Далее идет МП-40. К удивлению многих, в рассматриваемых аддонах можно при наличии других пистолетов-пулеметов обойтись без него. Про это оружие, одну из звезд РТКВ, уже сказано много чего, повторяться не будем. Далее идет Штен, оружие, встречающееся в Amiland и Magic Skulls. Штен, как все прекрасно знают, мощнее МП-40, вдобавок еще и бесшумный. Если и Штен, МП-40 не нужен. По полезности оба вышеописанных пистолета-пулемета вышибают с ноги автомат Томпсона. Оружие мощное и скорострельное. Причем в Real RTKV версии Томпсон лучше самого себя из оригинальной версии за счет большей скорострельности. Единственное, что помешает вашему веселью с данным оружием, отсутствие запасных патронов на уровнях, присутствует в Hidden Wolf и Капуццо. Далее наш список продолжит винтовка Маузер, присутствующая в обоих вариантах. Причем вариант с оптическим прицелом присутствует только в Magic Skulls.
В остальных аддонах винтовка будет без оптического прицела. И опять же, к удивлению многих, маузер в данных аддонах не особо где обязателен к использованию. Можно спокойно обойтись без него. Далее у нас тяжелая артиллерия, штурмовые винтовки. Первым представителем данного класса будет штурмовая винтовка FG-42, встречающаяся в Капуццо и Амиленд. В Амиленд с ней есть курьез. Она появляется уже тогда, когда врагов уже не остается. Вы всех к тому моменту просто-напросто перебьете. В Капуццо ситуация иная. Ей вы можете пользоваться большую часть игры. Патронов к ней много, враги на больших расстояниях есть, а снайперского маузера в этом аддоне нет. Просто стреляй не хочу. Если вы играете в аддоны на сорс-порте Real RTKV, то тогда следующим оружием в списке будет MP44, она же STG-44. Встречается только в Hidden Wolf, в Real RTKV версии которого практически все враги вооружены этим оружием, что сильно усложняет игру, о чем я уже упомянул при рассказе о данном аддоне. Следующим оружием в версии Real RTKV будет М1 Гарант. Винтовка на 8 патронов с умеренным уроном и неплохой точностью, однако имеющая серьезный недостаток. Данную винтовку нельзя перезарядить вручную, только отстрелять всю обойму, что делает данную винтовку крайне неудобной в использовании. Встречается в Hidden Wolf и Капуццо. У данной винтовки общие боеприпасы со следующим оружием, и это оружие БАР. Штурмовая винтовка на 20 патронов. Что выделяет данное оружие? Большой урон, неплохая точность и приемлемая отдача. В общем, оружие хорошее, пользоваться им приятно. Выдается автоматически на последнем уровне Капуццо. Последним оружием, которым нас побалует Real RTKV версия аддонов, дробовик, присутствующий в Капуццо. С ним все просто. В бою на ограниченном пространстве, близком к ближнему бою, это ультимативное оружие. Любого врага из этого аддона вынесет за один выстрел, а на дальних дистанциях дробовик бесполезен. В обозреваемых аддонах, хотя бы в одном, нас решили не оставлять без огнемета. Он присутствует в Hidden Wolf. А также нам оставили гранаты. С врагами в принципе все стандартно. Немецкие офицеры и солдаты, элитные стражницы, черные стражники, они же десантники, тяжелые пехотинцы, а также два вида врагов из числа монстров, мумии и их огнедышащий вариант. Генриха I сюда включать не будем, так как махаться с ним нам не придется. Он сдохнет в скриптовом ролике в финале Magic Schools. Это неинтересно. Все упомянутые в данном выпуске аддоны можно запустить как из оригинальной игры, так и с сорс-порта Real RTKV. В плане сложности данные версии практически ничем не отличаются, за исключением Hidden Wolf, который вам будет поджигать стул на 4 и 5 уровнях сложности большим количеством врагов с STG-44, которые будут невероятно рады пустить героя в расход. И на этом все. Ставьте лайк, если вам понравилось данное видео, делитесь им в соцсетях, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе новостей канала. Если ВКонтакте у вас недоступен, то к вам на помощь придет Инстаграм. Также у канала есть свой Дискорд. Ссылки на все в описании под видео. До скорого!